Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 ноября. Давайте с вами узнаем тайное, то, что станет явным, и что прояснится в знаке судьбы, чего вы пока не видите, а это случится. Что происходит за вашей спиной и что будет для вас абсолютно точно понятным, ясным с 1 по 10 ноября. А я бы сказала, и не только с 1 по 10. Скорее, это будет история с продолжением, ну, как минимум до конца года. Поэтому есть смысл вернуться к нашему видео, потому как ведь Таро – это только метафора. И от нашего восприятия зависят подсказки. И то, что мы воспринимаем сегодня, какое-то действие или обстановку, вполне вероятно, завтра это будет где-то и в нас трансформироваться тоже. Поскольку и еще и именно 9 ноября этот период важен, Уран меняет знак, переходит из знака Близнецы назад в Телец. И это будет связано с прояснением некоторых жизненных ситуаций. Мы будем адаптироваться и организовывать новый порядок в своей собственной жизни. И пусть это более длительная дистанция, но именно разрешение, прояснение, как квинтэссенция какого-то вопроса могут, или какой-то новый старт, мои дорогие, может произойти именно с 1 по 10 за счет Урана. И пусть 9 мы говорим, да, но ведь это плюс-минус несколько дней. У каждого по-своему вся наша жизнь. Причина и следствие. И вначале мы достаем 3 карты, как знаки судьбы, того, что пока скрыто, того, чего вы пока не видите или даже не догадываетесь, а это случится. К чему быть готовому? Ну или готовый. Так вот, к чему быть готовому? Первая карта – знак судьбы. Второй знак судьбы. И третий знак судьбы, мои дорогие львы. Продолжим. В целом, с чем это будет связано? Вот это вот тайное, что станет явным, что конкретно прояснится. Какой вопрос может быть как сфера жизни? Вторая карта, что уйдет, что завершится, не имеется в виду, хотя я допускаю, что именно еще и уход может у кого-то быть, но это ведь мы сами какое-то дело доводим до ума и уже больше к этому не возвращаемся. Поэтому что завершится или от чего вы откажетесь сами. А что придет взамен, мы должны тоже узнать с вами. Что нового? Кто или что спешит на ваш порог, мои дорогие? И основные сферы жизни. Чего ждать? Любовь, личная жизнь. Чего ждать? Финансы. Чего ждать по сфере ваших достижений? И здесь у кого что? У кого-то работа, у кого-то документы, важные встречи, важные согласования. Может быть и бизнес, или личное дело. Ваши в целом планы на будущее. Давайте узнаем первый знак судьбы. И я должна сказать, планетарно ведь это тоже так. Я оставлю ссылку в описании под видео. До конца осени есть на моем сайте такая статья. Перейдите, прочитайте. Может быть, подсказок будет больше, мои дорогие. Потому что первая карта, шестерка пентаклей, иногда мы ее называем помощь высших сил. Удобный момент. Какое-то благополучное время или благополучное стечение обстоятельств, мои дорогие. Это нужно не упустить. Потому что, конечно, это баланс 6. Если мы так весы представим, да, мы как будто можем поровну положить по 3, да, на каждую чашу весов. Поэтому где-то карта сразу, как знак судьбы, вам дает подсказку. Придется пользоваться, будем говорить, дипломатией. И, может быть, нужно сглаживать некоторые острые углы. Но это еще и карта финансового успеха, мои дорогие львы. Поэтому для кого-то финансовый успех. Это время возможностей. И, как я говорила еще до карт, это на некоторую большую дистанцию или на более долгий период времени. Поэтому то, что у вас может решаться с 1 по 10, для вас открывает как врата возможностей. Вот такой знак судьбы. Второй знак судьбы. Ну вот, наверное, соответственно, и карта страшного суда. Ведь, по сути дела, это мы выздоравливаем. Это мы что-то завершаем. Какой-то тягостный период подходит к концу. И избавление от боли, избавление от страданий. Суд вовсе не страшный. Нам говорят, что мы пережили какой-то очень сложный период.
И вот наступило время именно самого себя где-то перестроить на новый лад. И коль уж мы с вами живем в эпоху перемен, мои дорогие, где-то карта подсказывает, как знак судьбы: не пользуйся прежними методами, лев. Придется новый, как и порядок, и, понятно, с новыми возможностями, ну так стало быть и новые методы. На вас будут оказывать влияние любой старший аркан, дает сам по себе подсказку, что вы будете где-то, может быть, зависеть от обстоятельств. И стало быть, это могут быть и новости, информация, разные контакты, может быть, контакты с новыми людьми. Тут само по себе что-то новое пытается войти в вашу жизнь. Какая-то возможность, опять же, для того, чтобы вы были счастливы. Если уж мы говорим по суду, по страшному суду, это 20-й старший аркан, избавление от боли и путь к свету. Вот такой знак судьбы, очень добрый. Но вот, наверное, вот этот выбор, который сделать не так просто, вот это тоже будет с 1 по 10 ноября. Видимо, будет что-то нам привычное тянуть назад. Обычно именно из-за этого выбор осложняется или затягивается. Подойдите к какому-то вопросу с мудростью. У нас 2 ворона, а ворон – это символ мудрости. И, может быть, это какая-то тема или вопрос, мои дорогие львы, когда именно от вас зависит. Вот как вы понимаете какой-то вопрос. Конечно, нужно быть честным с самим собою. Здесь, если мы начнем настаивать так, как мы это представляем, а тут, наверное, нужно быть как маг и волшебник. Ну, правда, это я не про волшебство, я не про магию. Пусть вам не выпала карта мага, ну вот еще посмотрим, но тут может быть какой-то очень сложный выбор. Карты такие падают, причем очень добрые. И с моей точки зрения, вам обязательно нужно что-то не упустить. Но вот ведь выбор не так просто. Завязанные глаза о чем говорят? С одной стороны, тут тоже есть двойственное значение. С одной стороны, мы чего-то не видим, потому что мы находимся во власти предубеждений, или, как мы считаем правильным, что-то неправильным, а вокруг уже что-то меняется. С другой стороны, делай выбор душой, делай выбор сердцем. Не слушай, тогда вот эта повязка, да, на глазах у девушки будет говорить, сколько людей, столько мнений. И если вам где-то дают и одно мнение, и второе там, да, или какие-то такие советы, карта подсказывает, ты будешь счастлив только тогда, когда, ну вот что-то именно свое в новом веянии времени, в новом идти вперед придется. И то, что может быть продолжено или вам, мои дорогие львы, может служить прогрессом. Но выбор сложный. Вот где-то такой знак судьбы. Может быть, надо внутренне быть к этому готовым. Быть собой честным. Так что же прояснится, давайте будем узнавать. По аркану башня это меняется как система, мироуклад, порядок. Или то, что было, ну, как разрушено. И башня – это как раз вот систему, и пусть это у кого-то на работе, да, смена руководства, к примеру, или какие-то там пертурбации на работе, когда меняются должностные лица, или вам тоже, кстати, что-то предлагают, но прообраз-то, да, вот этих перемен, или вот этой башни. Это ведь первые карты Таро – тюрьма, когда мы не могли ничего сделать. И, кстати, мы за это время к ней привыкли. Мы думаем, что да, все нормально, так все идет, как и идет, понимаете? Вот почему все то, что я говорила, наверное, для вас архиважно. Карта еще раз где-то этот символ подтверждает. Потому что мы в момент, когда эта башня от попадания молнии рушится, а нам говорят, старая башня, то есть она уже когда-то дала большую трещину, уже какие-то процессы, это как причина и следствие, оно все к этому шло, и это бы все развалилось. Или были бы эти самые перемены, ведь это карта трансформации. Вот вы как в пике трансформации, может быть так и непросто, но ведь вам высшие силы помогают. Тут для вас какой-то красивый момент получается, и хоть камни с неба, а для вас-то ведь это время возможностей, и планетарно оно тоже так же. Поэтому перейдите по ссылке в описании, прочитайте статью. Та тема, а у каждого она своя. Мы все разные. Хоть и объединяет знак зодиака, будем реалистами, всегда об этом говорю. Но подсказки вы какие-то получите. Поэтому вам совершенно необходимо как-то и действовать по-новому. Кстати, как от вас никто не ждет.
Давайте спросим, так а что же уйдет? Еще один старший аркан. Ну, наверное, да, на вас внешние события влияют. Влюбленные. Вот этот самый выбор. Ведь эта карта именно влюбленных. Вы с чем-то будете определяться. Причем в новом ключе, в новом качестве. У кого-то это будет по работе, у кого-то это будет по отношениям. Мы все опять же разные. Я даже не достаю дополнительные карты, но как будто трансформацию, мои дорогие львы, вы не отмените. Это может быть как трансформация вашей семейной жизни или в жизни личной, если у вас нет семьи. Трансформация в паре, в отношениях. Но все же в этой колоде тут как двое рождены друг для друга. И, может быть, вам придется где-то и изменить отношение к человеку. Ну и человек может изменить отношение к вам. Или произойдет какая-то внешняя ситуация или какие-то события, которые вас, вашу пару, подтолкнут что-то пересмотреть, мои дорогие. Я, конечно, не исключаю, что кто-то может как к финалу подвести, к примеру, отношения, ведь тоже где-то нам говорят об этом карты. Если, к примеру, окончательно утрачено взаимопонимание. И когда мы попробовали все способы сохранить вот этот самый союз, но это ни к чему не привело. И мы понимаем, что мы должны идти вперед. Поэтому для кого-то, если уже прежние отношения де-факто конкретно закончились, но, к примеру, еще де юре, как брак еще остается, кто-то может задуматься о том, чтобы вот как раз в де юре привести в баланс с де-факто. Вот у кого-то и так. Но точно так же может быть и наоборот. Когда вы долгое время встречались, а тут вы решитесь: нет, мы все-таки пара, мы вместе. И тоже будете думать о чем-то более серьезном. То, что мы можем прописать как раз де юре на бумаге. А у кого-то будет именно так. Опять же, мы все разные. Может быть, вот этот выбор, он и сложен. Но, вы знаете, даже если какая-то прежняя история у вас закончилась, да, может быть так вот сложно, фиаско, да, может быть это те отношения, которые завершились по разным причинам. У кого-то именно обстоятельства. Увы, меня смотрят люди из разных стран, и где-то идет война. И я понимаю прекрасно, что мы могли думать самое разное, строить планы, но война врывается в жизнь людей, и все переворачивается с ног на голову. И у кого-то и так проиграется, а у кого-то нет ничего подобного, но сложные отношения, от которых вы устали, а я бы сказала, устали оба. А для кого-то, может быть, это наоборот, мои дорогие львы, как раз прогресс. Но даже если мы завершаем что-то, и как, ну, была раньше пара, может быть, и, ну, как через пень-колоду отношения, да, были, то тут тоже, даже если мы завершим, как будто мы не подпитываем то, что все равно как башня разрушается. Так вам тогда судьба подарит новую встречу. И, кстати, планетарно это тоже. Поэтому будьте внимательны. Тут не происходит все просто так, потому что вы должны быть счастливы. Так что ж придет взамен? А это то, что я только что говорила. Правда, примириться можно. Но для этого будет важно, чтобы двое этого хотели. Не игра в одни ворота, любые отношения, согласитесь. И если были раньше какие-то проблемы, причем они такие принципиальные проблемы, ну ведь они никуда не делись, нужно быть откровенным самим собой. Но вот в этой колоде очень добрая карта. Тут действительно трансформация отношений. И это приходит взамен. Вот все то, что я сказала, я уже не буду повторять. Это семья, конечно, это наши друзья, это ближайшее окружение. А я хочу добавить, что вообще не только ближайшее окружение, но и так и подальше, потому что это то время, до конца 2025, это как минимум, мои дорогие львы, строить правильные социальные связи. То есть вообще, в принципе, кто вокруг вас, в ближайшем, да, как бы радиусе, а кого вы еще хотите себе добавить, горизонты общения расширять. Вот потому что тут для кого-то может проиграться и новая дружба, когда новые люди приходят. Хотя вполне вероятно, это будет новое как отношение, но человека вы знали уже давно. Вот конкретно показывает карта. Вообще очень добрая карта. Карта эмпатии, карта искренних отношений. Вот правда, мне очень нравится в этой колоде, поэтому что-то доброе, светлое, радостное пытается войти в вашу жизнь, мои дорогие. Не упустите.
Ладно, сфера личной жизни, вот как раз мы и посмотрим, чего ждать. Но все зависит от вас. Вверху башни. Вот я тут вижу, какое-то ожидание заканчивается. Но, может быть, иногда по повешенному, это когда мы должны делать выбор, опять же, да, это мы как шли и дошли до Т-образного перекрестка. Всегда это говорю. Мы просто не можем действовать или что-то продолжать в том же самом ключе. Нам нужно что-то видоизменить. Или направо, или налево. Ну, так образно говоря. Это и есть вот где-то двойка мечей, этот сложный выбор, который нам нужно сделать. Где-то перекликается со всем, что я говорила, и у каждого тут свои тенденции. Опять же, старший аркан. Видимо, выбор делать совершенно необходимо. Вот смотрите, мои дорогие львы, у вас удивительный расклад, у вас много старших арканов. Тут сама судьба, первая карта, пытается вам помочь. Мы с этого начали. Поэтому не будьте безапелляционными. Рассматривайте даже какие-то мелкие возможности. Будьте, наверное, ну, как с критическим мышлением. Включите в самом себе это критическое мышление, чтобы чего-то не упустить. Часто мы именно, когда делаем что-то на автоматизме или по привычке, или относимся к кому-либо, или к чему-либо по привычке, вот этот старый прежний шаблон, он нам мешает. А здесь именно ломка шаблона происходит. Поэтому трансформация неизбежна, причем во многих сферах жизни. И туз чаш по деньгам, вы действительно по деньгам останетесь довольны. Деньги есть, и я бы даже сказала, деньги будут или деньги можно заработать. А я тут вижу, есть какой-то контакт, поскольку аркан влюбленный, но так косвенно может говорить, что у вас происходит трансформация и в финансовой сфере. Трансформация – это не есть плохо, да, или что-то там страшное, или почему мы должны грустить. Нет, это важное решение, которое мы однозначно принимаем. И это к радости. Поэтому правда. Хоть и камни с неба, а для вас время возможностей. Задача не упустить, увидеть. Или быть откровенным самим собой и сказать, а чего я вообще хочу достичь? Что для меня важно? Ведь посмотрите, как судьба помогает, складывает для вас какую-то палитру событий так, чтобы вы были и довольны, и надежные люди были рядом с вами, и вы были счастливы. Причем не только в личной жизни, да, но еще и по сфере финансов. Ну, какая-то радость у вас будет, это точно. Что на ваши достижения? Ух ты! Вы знаете, очень такое емкое сочетание туз чаш и туз жезлов. Это всегда возможности. Это хорошие, добрые вести. Это что-то вас будет радовать. Это, в принципе, по тузу жезлов, я часто говорю, на период до и после что-то делит в вашу жизнь. И часто по тузу жезлов это для кого-то может быть и ваше собственное решение, да, как инсайт. Но это часто еще и новость, информация. Может быть, у кого-то с какой-то новости начинается вот эта трансформация или перезагрузка. А для кого-то из вас это будет ваше важное решение по каким-то внешним событиям или с учетом их. Если мы говорим работа, согласование, документы, то у вас все получится. Гибче придется быть, но договориться, если вы, мои дорогие, любимые львы, поставите перед собой вот просто цель, да, и пока не говорите, какими методами вы будете это достигать. То есть вот это мелкие планы, которые придется где-то корректировать, то для вас нет ничего невозможного. Идите по ситуации, ставьте правильные цели и намерения. А дальше по ситуации, где-то может быть и бочком, хоть это вам и не очень свойственно, а приходится перестраиваться. Жизнь требует от нас этого. Жизнь меняет обстоятельства и меняет нас самих. Но вам в сторону счастья. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.